Артур ненавидел человеческую анатомию за ее несовершенство. Будучи ведущим пластическим хирургом и специалистом по реконструктивной биоинженерии в частной клинике «Морфеус», он каждый день наблюдал одну и ту же картину. Дряблые ткани, асимметричные лица, хрящи, которые изнашивались уже к 40 годам, и кости, ломающиеся от малейшего удара. Человек с его точки зрения был черновиком, наспех набросанным эволюцией из хрипкого углеродного мусора. Проект Ананки должен был это исправить. В подвальной лаборатории клиники, скрытой от глаз аккредитационных комиссий, в стерильном боксе из закаленного стекла стоял массивный биопринтер 5-го поколения. На его предметном столике покоился цилиндрический контейнер с питательной средой глубокого синего цвета. Внутри нее плавал субтракт 9, синтетический клеточный матрикс, выращенный на основе гидрогеля и стволовых клеток из пуповинной крови. Артур подошел к зеркалу предоперационной и включил бестеневой свет. Ему было 38. Из зеркала на него смотрело худощавое лицо с тонкими аристократическими чертами. Все было идеальным, кроме одного – левой щеки. 3 месяца назад, во время поездки на охоту, ветка дикой облепихи глубоко полоснула его по лицу. Шрам зажил, но оставил после себя рваную, белесую, слегка втянутую складку длиной в 4 сантиметра. Для человека, чье имя было брендом безупречности, этот рубец стал персональным адом. Ни лазерная шлифовка, ни инъекции филлеров не дали нужного результата. Соединительная ткань упорно стягивала кожу, нарушая идеальную симметрию лица. «Коррекция дефекта посредством биомоделирования», – произнес Артур в микрофон диктофона, настраивая манипулятор шприца. «Пациент Артур В. Оператор, он же. Введение субстрата 9 в объеме 0,5 мл непосредственно в зону фиброза левой щечной области». Он не доверял эту процедуру ассистентам. Обезболив щеку местным ультракаином, Артур уверенным движением ввел длинную тонкую иглу под шрам. Поршень шприца сдвинулся с мягким тихим гидравлическим звуком. Синяя, почти прозрачная гелевая масса ушла под кожу. На месте втянутого рубца мгновенно образовался ровный, плотный валик. Эксудация отсутствует. Первичная интеграция матрикса прошла успешно. Прохрипел Артур, прижимая к щеке стерильный марлевый тампон. Переходим к фазе пассивного наблюдения. Первые 12 часов все шло штатно. К вечеру отек спал. Шрам полностью разгладился. Кожа натянулась, став неестественно гладкой и упругой, как у фарфоровой куклы. Артур уехал домой, выпил снотворного и лег спать, чувствуя легкое, приятное покалывание в левой половице лица. Ему казалось, что клетки субстрата послушно выстраивают новую, безупречную коллагеновую сетку, замещая уродливый человеческий рубец. Кошмар начался в 4 часа утра. Артур проснулся от дикой, пульсирующей боли, которая зародилась где-то в глубине левой челюсти и резкими электрическими разрядами била в висок и глазное яблоко. Боль не была мышечной или нервной.
Казалось, что кость изнутри распирает мощная гидравлическая сила. Он сполз с кровати, ворвался в ванную и ударил ладонью по выключателю. В зеркале он увидел чужака. Левая щека не просто опухла, она выросла. Кожа на ней натянулась так сильно, что стала полупрозрачной. Сквозь нее отчетливо просвечивали синеватые вены и тонкие, извилистые тяжи того самого синего геля, который он ввел накануне. Но самое страшное заключалось в том, что объем челюсти увеличился почти вдвое. Артур прикоснулся к лицу дрожащими пальцами. Под кожей перекатывалось что-то твердое, монолитное и холодное, совершенно не похожее на живую кость или воспаленный лимфоузел. Этот объект имел четкую, идеальную геометрическую форму. Это был прямоугольный выступ, который стремительно разрастался в сторону уха. Стиснув зубы от боли, Артур схватил со столика стоматологическое зеркальце и посветил себе в рот фонариком. Из десны прямо над коренными зубами левой стороны пробивался новый ряд костных образований. Но это не были зубы. Из живой кровоточащей плоти, расталкивая и ломая здоровые маляры, лезли ровные матово-белые пластины, напоминающие радиаторные решетки или зубья шестеренок. Они были острыми, идеально симметричными и не имели эмали. Их поверхность была пористой, как у обожженной керамики. Субстрат 9 не просто интегрировался в его ткани, он начал перестраивать его скелет по собственным чертежам. К 6 утра Артур уже был в своей лаборатории. Он запер дверь на электронный засов и выключил внутренние камеры наблюдения. Лицо горело так, словно его окунули в кипящую серу. Левый глаз почти полностью закрылся из-за разгорающегося костяного валика скулы. Левая сторона рта не двигалась, превратившись в жесткую застывшую маску. Он судорожно запустил томограф и лег на выдвижную кушетку, задвинув голову под массивное кольцо сканера. Аппарат издал серию прерывистых гудков. Через 2 минуты на экране монитора появился трехмерный снимок его черепа. Артур вгляделся в изображение и почувствовал, как липкий ледяной ужас сковывает его дыхание. Левая половина его лицевого скелета исчезала. Настоящая пористая человеческая кость растворялась, замещаясь монолитной, чужеродной структурой. На снимке было четко видно, как от скуловой дуги вглубь мягких тканей уходят ровные, ветвящиеся каналы, образующие идеальную сотовую структуру. Вирусная программа, заложенная в субстрате 9, из-за системной ошибки в коде биопринтера, восприняла человеческое тело как сырой, хаотичный материал, требующий немедленной технологической оптимизации. Она строила внутри его лица каркас, лишенный человеческой анатомии. Он замещает меня», – прошептал Артур, и этот шепот отозвался сухим, керамическим щелчком внутри его челюсти. Новые пластины во рту сомкнулись, содрав кожу с внутренней стороны правой щеки. Вместо крови из раны лениво выдавливалась густая, лимфоподобная жидкость синеватого цвета. Он схватил со стола скальпель, шприц с сильным местным анестетиком
и подошел к манипуляционному зеркалу. Руки ходили ходуном. Необходимо провести дебридмент, удалить измененные ткани до того, как они поразят основание черепа. Забормотал он, теряя остатки профессионального самообладания. Он вколол остатки лидокаина прямо в деформированную щеку. Кожа мгновенно потеряла чувствительность, став на ощупь похожей на кусок плотной резины. Артур поднял скальпель, приставил лезвие к краю шрама и силой надавил. Сталь вошла в плоть со странным, сухим хрустом, словно он резал спелый арбуз или плотный пенопласт. Боли не было, но из разреза не побежала кровь. Ткани внутри щеки полностью изменили свою структуру. Жировая клетчатка и мышцы превратились в слоистую, волокнистую массу серо-синего цвета, пронизанную миллионами микроскопических капилляров, по которым циркулировал тот самый синий гидрогель. В глубине разреза обнажилась матово-белая пластина новой кости. На ее поверхности были видны крошечные, пульсирующие отверстия, которые мерно втягивали и выталкивали воздух. Ткани дышали автономно от его легких. В этот момент скальпель наткнулся на что-то твердое. Раздался резкий металлический звон. Лезвие из высокоуглеродистой шведской стали сломалось у самого основания рукоятки, оставив обломок внутри его щеки. Новая плоть Артура была прочнее хирургического инструмента. Он отшатнулся от зеркала, тяжело дыша, и тут он почувствовал странный зуд в правой руке. Артур опустил взгляд на ладонь. Под кожей между указательным и средним пальцами медленно, но верно формировалась жесткая перемычка. Кожа там натягивалась, бледнела и теряла чувствительность. Синтетический матрикс, попав в кровоток через повреждение во время первой инъекции, начал колонизацию всего тела. Он распространялся по двигательным и чувствительным волокнам, переписывая структуру клеток на молекулярном уровне. К полудню Артур уже не мог ходить. Его левая нога в районе колена потеряла подвижность, сустав заклинило, так как синовиальная жидкость внутри него кристаллизовалась, превратившись в жесткий полимерный клей. Коленная чашечка разрослась вширь, прорывая кожу и образуя плоский матово-белый щиток, напоминающий деталь экзоскелета. Он сидел в гинекологическом кресле посреди операционной, заваленной использованными шприцами, ампулами от наркотических анальгетиков и окровавленными салфетками. Анальгетики не помогали, его новая нервная система, перестраиваемая субстратом, просто не реагировала на человеческую химию. Морфин не блокировал сигналы, потому что сигналы теперь состояли из других соединений. Его тело переходило в фазу полной перезаписи. Правая рука превратилась в подобие тяжелого плоского манипулятора. Пальцы срослись вместе, образовав монолитную лопатку из костной ткани и плотной серой кожи. Артур с ужасом наблюдал, как сквозь ногтевые ложа с тихим хрустом выдавливаются наружу острые, пористые пластины, напоминающие лезвия фрезы. Они двигались сами по себе, повинуясь какому-то внутреннему, ритмичному алгоритму, который пульсировал в его спинном мозге. Процесс необратим. Надиктовал он на диктофон.
который лежал на его коленях. Говорить становилось все труднее. Левая половина языка полностью оцепенела и превратилась в жесткий костный вырос, который с трудом ворочался во рту. Субстракт 9 использует углеродную основу как строительный материал. Он оптимизирует меня, убирает лишние органы, убирает биологический шум. Он чувствовал, как внутри его грудной клетки происходят странные изменения. Сердце билось реже. Вместо привычных 70 ударов в минуту оно делало всего 10-12, но каждый удар был колоссальной силы. Оно больше не качало кровь. Оно проталкивало по сосудам густую, тяжелую синюю пасту, которая несла в себе миллиарды наночастиц нового строительного материала. Легкие сужались. Ему больше не нужен был кислород в прежних объемах. Новая ткань устраивала газы напрямую через кожу, которая покрывалась миллионами микроскопических пор-отверстий. Артур посмотрел в зеркало, висевшее на противоположной стороне. В нем отражалось существо, в котором едва угадывались человеческие черты. Левая сторона лица полностью превратилась в монолитную, угловатую плиту из белого биополимера. Глаз исчез, его затянула плотная полупрозрачная мембрана синего цвета, сквозь которую Артур продолжал видеть мир, но в странном спектральном излучении. Он видел тепловые контуры предметов, видел электропроводку в стенах лаборатории и движение жидкости внутри трубок биопринтера. Правая, еще человеческая половина лица казалась на этом фоне уродливым, увядающим куском сырого мяса, который бесполезно обвис на новом безупречном каркасе. Внезапно в дверь лаборатории постучали. «Артур Борисович, вы там?» Раздался из-за двери голос его старшей медсестры Елены. «У нас пациент на 13:00 на ринопластику. Все готовы, вас ждут. Вы откроете?» Звук ее голоса показался Артуру невероятно громким, болезненным. Его новые органы слуха, сформировавшиеся внутри черепа в виде сложных лабиринтов из костных пластин, воспринимали человеческую речь как рваную, хаотичную звуковую волну, полную ошибок и лишних частот. Он попытался крикнуть «Уходите!», но из его измененной гортани вырвался лишь плотный, вибрирующий гул, смешанный со звуком разрываемой гидравлической ленты. Урвш! За дверью наступила тишина, затем раздался испуганный вздох и быстрый топот удаляющихся шагов по кафельному полу коридора. Елена поняла, что за дверью находится не ее начальник. К вечеру Артур потерял способность чувствовать страх, паника которая содрогала его биологический разум в первые часы, уступила место холодному, кристаллическому покою. Вирус субстрата переписал лобные доли его головного мозга. Эмоции были признаны неэффективной тратой энергии. Осталась лишь чистая логика. Логика структуры, логика формы, логика идеальной симметрии. Он лежал на полу лаборатории, так как кресло больше не вмещало его изменившееся тело. Его рост увеличился почти до 2,5 метров за счет удлинения костей голени и таза. Новые суставы были устроены по принципу шаровых шарниров. Они могли вращаться в любую сторону на 360 градусов, избавляя тело от анатомических ограничений человеческого скелета.
Кожа почти полностью исчезла, заменившись сложной, чешуйчатой броней из матово-серого кремния и белого полимера. Между пластинами этой брони, как в пазах швейцарских часов, мерно и слаженно двигались поршни из измененных мышечных волокон. Вся его биомасса теперь представляла собой единый, замкнутый кибернетический организм, работающий на жидком субстрате. Артур приподнял свой манипулятор и посмотрел на биопринтер. Аппарат продолжал работать. Его печатающая головка методично двигалась из стороны в сторону, выстраивая из остатков синего геля какую-то сложную геометрическую фигуру. «Я должен завершить цикл», – подумал Артур. Мысль была четкой, лишенной слов. Она существовала в виде бинарного кода внутри его новой, кремниевой нейросети. Он дополз до принтера, используя свои новые мощные конечности. Человеческая одежда давно превратилась в рванье, грязные лоскуты, застрявшие между пластинами его экзоскелета. Он протянул измененную правую руку к панели управления аппарата. На его плоской лопате-манипуляторе выпрямился один из костных выростов и с идеальной точностью вошел в диагностический разъем принтера. Мгновенный информационный шок пронзил его сознание. Он слился с памятью машины. Он увидел весь мир как гигантскую, несовершенную матрицу, заполненную хаотичной, гниющей органикой. Люди были лишь временной ошибкой кода, промежуточным этапом перед приходом истинной, оптимизированной формы жизни. Субстрат 9 не был болезнью, он был обновлением системы. Артур открыл главный клапан распределителя питательной среды биопринтера. Из его собственной груди, раздвигая серые полимерные пластины брони, выдвинулся толстый, синеватый шланг, сформировавшийся из его бывшей аорты. Он соединил этот шланг с резервуаром машины. Его тело начало перекачивать излишки своей новой синей лимфы внутрь принтера, делясь с машиной обновленным, усовершенствованным генетическим кодом. Биопринтер заурчал громче, его датчики вспыхнули ровным ядовито-синим светом. Скорость печати увеличилась в сотни раз. Машина и существо на полу стали единственным производительным комплексом. Они печатали будущее. Через 2 дня, в понедельник утром, тяжелая дубовая дверь лаборатории доктора Артура В. была вскрыта сотрудниками МЧС и полицией, которых вызвала администрация клиники. Елена, бледная, с дрожащими губами, стояла позади мужчин в касках. Когда засов наконец поддался и дверь с грохотом распахнулась, в коридор хлынул густой, холодный воздух, пахнущий озоном, известковой пылью и сжёным пластиком. Внутри лаборатории царил идеальный, пугающий порядок. Повсюду были убраны следы человеческого пребывания. Ни грязных салфеток, ни ампул, ни медицинских инструментов. Все столы были дезинфицированы до зеркального блеска. Посреди комнаты стоял биопринтер. Он был выключен. Его резервуар был абсолютно пустым и сухим. На полу перед принтером лежала огромная монолитная скульптура из белого матового материала, напоминающего качественную хирургическую керамику. Скульптура изображала идеальный симметричный куб со стороной ровно в 2 метра. Поверхность куба была абсолютно гладкой.
без единого шва, царапины или шероховатости. «А где доктор?» – прошептала Елена, заглядывая за спины спасателей. Один из сотрудников МЧС подошел к кубу и осторожно дотронулся до его верхней грани пальцем в перчатке. Объект был ледяным, но когда мужчина прижал ладонь к матовой белой поверхности, ближе к центру куба, он резко отдернул руку и испуганно посмотрел на напарника. Из глубины двухметрового монолита, сквозь толщу идеально белого полимера, доносился звук. Это не было человеческим дыханием или стуком сердца. Это был очень редкий, глухой, но невероятно мощный гидравлический щелчок, который повторялся с идеальным интервалом ровно раз в 5 минут. Словно глубоко внутри каменной могилы, медленно и уверенно, ворочался тяжелый, безупречно смазанный металлический поршень, выстраивающий новые, невидимые миру грани своей вечной симметрии. На полу у основания куба лежал маленький пластиковый диктофон Артура. Его корпус был полностью вычищен изнутри, а на экране навечно застыла одна единственная, ровная, горизонтальная линия белого цвета. Оптимизация завершилась успешно.